Что там, расскажите, что с горелым домом произошло? Дом на краю улицы стоит. Я как-то ночью домой возвращался, слышу там какие-то шорохи, шаги. Думаю, зайду, бечины кинуть опять, шугануть их надо. А то запалят опять дом. Так, а дом не жилой, да, получается? Дом давно не жилой, там все внутри выгоревшее уже давно. Он горел уже один раз, тушили там, всей улицы. И вы зашли? Зашел я туда, тишина, нет никого. Слышу в соседней комнате шаги опять. Я туда, там тоже никого нет, тишина. Сзади какие-то шаги. Я развернулся, опять никого нет. Ну так раза два. Я потом испугался, дом пустой, никого нет, какие-то шаги. Я оттуда и убежал. То есть людей никого не было там, да? Ни а людей, ни могли животных. быть шаги, допустим, за окном, вот вы внутри в доме, а шаги, допустим, где-то, вам кажется, что они внутри, а они на самом деле в ограде там где-то. Да нет, я же в комнате, я не слышу, вот шаги рядом были. Ну, то есть как будто прям ходил рядом со мной человек. А скажите, дом на одних хозяев или на двоих? За стенкой могли соседи ходить? Не было соседей, ну то есть один дом стоит на участке. Скажите, вы там, когда находились, вот шаги вот эти, даже не так, вот вы до того, как зашли туда, и когда там вот эти шаги были, насколько изменилось внутреннее состояние, там страх, может быть, неконтролируемый, либо там, ну, может, как-то по-другому что-то время ощущалось, были какие-то изменения? Ну, страх, да, меня прям внутри как сковало все. Ну, то есть холодок пошел, так сказать, по спине. Страшно было, жутко. Особенно, говорю, вот, когда услышал, что за спиной шаги, и оказалось, что там нет никого. Скажите, а можете сейчас, есть у вас время пройти, посмотреть дом, пока вот сейчас день светло, покажете, где вы ходили там? Не, это теперь дом за километр обхожу. Знаете, я вам так скажу. Дом этот, место нехорошее. Черт меня дернул туда залезть в прошлый раз. И мой вам совет, не ходите туда. Особенно ночью. Так, вот он этот дом. Загоревший дом. Вот видно, крыши нет, одна труба осталась. Но видно, что тропинка нехоженная, тут все заросло травой. Сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Паша, что? Ощущения? Очень много негатива. Да, очень много. Ну, конечно, дом сгорел. Что бы тут негатива не быть. Так, толкаю дверь. Тихо. Ну все, Паша, заходи, тут просто крапивой все заросло. Дверь за собой надо прикрыть. На всякий случай. Так, что здесь у нас? Ящик почтовый. Дом. Так, дом, решетки на окнах. Все сгоревшее. Кстати, Паша, посмотри. Трава. Не то, что в рост человека. Трава где-то 2,5 метра, наверное, да? Угу. Так. Здесь у нас вход. Двери были. Все выгорело. Жутко очень все выглядит. Так, Паша, смотри, дырка какая-то. Что это? Ну-ка. Ну, это, короче, погреб или подпол, я не знаю. Так, что тут у нас? Так, вот здесь печка стоит. Так, внутри ничего нету. Это решетки на окнах. Здесь мы заходили. Что, Паша, как себя ощущаешь? Жутко. Ну, жутко. Полностью сгоревший дом. Эти ставни закрыты. Вон там. Где? Вон там. Что там? Одну минутку, подожди. Окно. О, вот смотри. Стекло разбито или сплавилось.
Паша, так а тут же нет стекла. Ты что там трогаешь? Семья была тут. Жила? Жила. Ее потом не стало. Потихоньку заходим. Эта комната довольно большая. Видимо, зал был. Телевизор. Прям вот сплавился весь пластик. Ой-ой-ой, Паша. Провалился потолок. Целый кусок упал на пол. Огромная дыра. Растет трава. Вот это вот чердак. Там часть крыши видно. Видишь, доски горелые. Паша, вот здесь, видишь, провисло. Короче, ходить небезопасно. Нужно ходить по краю вдоль стен. Если какое-то обрушение будет, чтобы там сильно не завалило. Да, ну все, телевизор уже здесь больше не посмотришь. Так, ну что получается, человек шел и услышал здесь какие-то шорохи. Он зашел вот в этот дом, так же как мы, через металлические ворота. Все это прошел, сюда зашел с фонариком, значит, ходит и слышит какие-то шаги. Кто-то шуршит. Но здесь, по идее, лабиринта нет, то есть две больших комнаты, маленькая кухня. Вот здесь какая-то комнатка еще есть. Вот. Значит, он ходит, слышит шаги, пытается найти того, кто ходит, и не может найти. Какое объяснение может быть? Мы видим, что здесь провалилась крыша, то есть здесь все достаточно ветхое, часть досок сгорела, они ослаблены. Ночью происходит понижение температуры, днем нагрев. Вот это именно температурная игра двигает дом, то есть какие-то щелчки, постукивания. Это все происходит вследствие температурных изменений. То есть это обычная физика, ничего здесь такого сверхъестественного нет. Поэтому он зашел и просто услышал, как дом сам по себе потрескивает, постукивает, оседает, где-то отваливается какие-то там краска, может быть. То есть я выдвигаю такое предположение, что здесь ничего такого нет. Вот. Паша, ну ты что-то ощущаешь, нет? Да. Тут не все так просто, как ты думаешь. Ну, не знаю, я вот лично ничего не ощущаю, как бы. А я вот ощущаю. Ну, что я хочу сказать. Человеческое тело – это большой датчик, у которого очень много сенсоров. И вот я и Паша, если взять, это два разных прибора. Я свои датчики отслеживаю, Паша отслеживает свои. Что ты, куда смотришь? Туда. Слушай, Паша, так это смотри, это же дверь. Видишь, вот косяк. Угу. Слушай, ну-ка сейчас я посмотрю. Еще одна комнатка, аккуратненько захожу. Вот здесь. Ой, ёптать. Паша, знаешь, что здесь? Что? Кстати, похоже на какую-то могилу. А, все, Могила? понял. Короче, здесь упал потолок. И все осыпалось с крышей. Ага. И выглядит все, как будто это могила такая. То есть, Паша, ты понял, что происходит на самом деле? Короче, этот чувак, который рассказал нам вот эту сказку, то он все это придумал. Шаги тут ему мерещились. Конечно, сюда зайдешь, вот так кажется, что вот могилка. На самом деле потолок выпал. Вот эти доски висят. Кстати, Паша, я вижу, здесь зеркало еще висит. Да? Где? Так вот зеркало, оно не то, что закопченное, у него что-то такое коричневое прям. Да не трогай его лучше. А чё? Такие места лучше вообще не трогать. Особенно зеркала. Ну, Паша, я вот если где-то хожу, я разные предметы трогаю. Зеркала могу там задевать там.
видеть, там еще что-то. Ну и как бы ничего, я не замечал такого. Чего их бояться-то? Не советую. Ну ладно, раз экстрасенсорный датчик по имени Паша сказал не трогать зеркала, значит ничего не буду трогать. Видно, что он там доски тоже горелые, все может обрушиться в любой момент. Вот, достаточно опасно здесь находиться. Сплавился пластик, выключатель. Ладно, ну вот Паша, чувак сделал могилу. Паша, ты чё? Паша? Паша, Паша, ты чё? Паша, 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 ты чё? Подожди, секунду. Паша, Паша, ты чё? Дыши. Давай. Паша, вставай, все. На выход, пойдем. Давай, вставай. Дивана пускай. Давай, тихо. Руку. Тихо, все. Пойдем. Так, давай. Все, дыши. Тихо, все. Так, машину видишь, дверь? Открой. Так, все, потихоньку залазь, руку снимай. Давай. Все, аккуратно садись. Тихо, не падай туда-сюда. Так, дверь пусть открыта. Так, все, двери пусть открыты. Пусть воздух идет. Дыши, Паша, дыши. Паша, на, воды попей. Паша, у тебя что, приступы какие-то или что бывает? Что случилось? Я поймал слепок. Что поймал? Слепок. Это то, что было раньше. Это эмоции. Они там долго копились и образовали такой некий след. Я не понял, чьи эмоции? Там погиб человек при пожаре. И я на мгновение ощутил то же, что и он. А что, так это возможно? Да. А что ты выплюнул это? Руки в грязи, я не знаю, что черное ты выплюнул? Это что такое? Это была сажа. Что, откуда у тебя сажа-то во рту? Там горел, человек горел. И я принял на себя вот эти его все эмоции. Хорошо, у меня как бы простой вопрос. Я был с тобой там рядом. Почему я ничего не почувствовал? Почему я не видел никого, никаких людей там горящих? А ты не можешь видеть. Так, ну что произошло? Значит, у Паши какой-то приступ случился, что-то ему там плохо стало. Я его вывел, он говорит про какой-то слепок, говорит, поймал какой-то слепок энергетический, эмоционально, какие-то эмоции, там человек погиб, там и все дела.
Вот, значит, ну, что я думаю? Я думаю, что, ну, какая-то психосоматика сработала, может быть. Какой-то приступ у него случился, что-то там он все, организм придумал, вот, поплохело там ему. Потому что, почему я так думаю? Я там же находился и ничего аномального не почувствовал. Ну, полностью все было нормально, все спокойно. Вот, значит, Паша сидит, отходит там в машине. Пусть сидит. Я, значит, сейчас, наверное, вот он, этот дом стоит. Сейчас возьму там пару камер, пару штативов и зайду в дом, поставлю камеру в доме, и надо обойти еще там какой-то сарай, там я видел, там баня, по-моему, еще что-то там есть. Паша, ну что, как себя чувствуешь? Так, значит, смотри, сейчас я тут достану рации. Так, Паша, держи рацию. Так, я тоже возьму. Я сейчас возьму пару штативов, значит, пару камер возьму. И пойду схожу в дом, посмотрю там сарай, значит, все дела. Рацию включи, будь на связи, вызывай меня, и я буду тебя вызывать. То есть я буду тебя контролировать, ты меня. Понял, да? Все, давай. Так, ну что ж, Паша сидит в машине, я здесь один. Так, значит, сейчас поставлю камеру в доме. Так, ну вроде тишина. Паша, выйди на связь, Паша. На связи. Паша, что, как себя чувствуешь? Все нормально. У тебя там как? Значит, я зашел в дом, в эту комнату, где мы с тобой были. Поставил камеру, свет выставил. Здесь все как бы тишина, все спокойно, хожу. Ощущения свои отслеживаю, как бы все нормально. Так, вот я вижу какая-то дверь. Сейчас попробую туда зайти. Тут какой-то металл. Вот. Что-то шуршит, ну ладно. Будем думать, что какие-нибудь кошки лазят. Так, зашел здесь. Так, вот здесь я вижу, лежат дрова. Так, ну это дровяник. Да. Так, значит, вот так. Так, все. Камера стоит. Заходим, что здесь у нас? Так. Короче, это баня. Паша, прием, Паша, прием. Прием на связи. Паша, в общем, я зашел в баню, но тут ничего интересного, все разбито, как бы. Но стены стоят, но так все, прям пол провалился, прям тут жестко. Короче, ничего интересного нет в бане. Да, баня — это как раз очень интересное место. Что там есть? Что, раковина вижу, так, печка разобрана, зеркало есть, зеркало вижу, ну, окно, все как бы. Я сейчас подойду, ставь камеры. В бане камеру ставить? Да. Ну все, хорошо, ставлю в бане камеру, подходи.
Паша, чем тебя баня заинтересовала? Ну, это своего рода архив человеческих эмоций, желаний. Здесь люди не только смывают грязь, но еще свои потаенные мысли, неисполненные желания. И это все копится и остается. Тут можно очень много что считать. Слушай, ну интересно, конечно, что, здесь будешь сидеть? Да. Ладно, короче, я тогда пошел в дом. Сиди здесь, Паша, будь на рации, там, периодически. Ну, как периодически? Если мы будем друг друга вызывать, можем как бы спугнуть какие-то там аномальные ситуации. Но нам иногда нужно выходить на связь. Ставь тогда на минимальную громкость. Вот. И иногда как бы там это... Давай раз там, допустим, в 10-15 минут выходим на связь. На всякий случай. Окей? Все, тогда я пошел. Все, давай. Так, я тут сам тогда. Тихо, да. Так, я свои вещички забираю. Сам. Вот. Ну все, разберешься? Да, я тут дальше сам. Все, ладно, Паша, я пошел.